Надюш, приветствую тебя. Очень рада слышать тебя снова. Привет, Танюш, да. Привет. Привет всем. Смотри, мы да, всех приветствуем, кто будет слушать, кто слушает. Смотри, мы сейчас с тобой продолжаем серию вопросов. Я задаю тебе вопросы, которые интересуют наших с тобой слушателей в первую очередь. И от себя, лично от себя, я бы очень хотела тебя поблагодарить. Я смотрела твое крайнее видео на канале Марины Малини, и ты рассказала о себе, о том, как ты спустилась с себя, о том, вообще, как ты себя позиционируешь. То есть, самое главное для меня — это искренность и то, что ты показала, рассказала о том, кто ты такая. То есть, а сейчас мы просто будем с тобой продолжать по мере возможности, да, отвечать на вопросы зрителей. Конечно, немножко мы будем это делать не так быстро, как все хотят. Очень много вопросов, да, Надя, тебе приходит. Да, конечно, очень много вопросов, и есть такие животрепещущие темы, да, основные, прям вот, которые людей беспокоят на данный момент, и хотелось бы дать ответы на эти вопросы. Кстати, вот насчет того, что я рассказала о себе, да, я считаю, что как бы интервью вышло интересным. Да, я не рассказала прям очень сильно много, да, но какие-то такие очень интересные факты, ну, как я считаю, интересные, может быть, кому-то неинтересные. Вот интересные факты какие-то из моей жизни, да, такой, ну, беглое знакомство, но достаточно личностное, да, то есть и я рассказала какие-то моменты, которые я считаю, ну, немного сакральными про себя, да, как я не знаю, личными, которые я мало кому рассказываю, вот. Ты огромнейшая умница. Я лично получила громадное удовольствие от того интервью, слушая, потому что когда ты знаком более близко с человеком, с его судьбой, ты можешь немножко представить вообще себе этого человека и как бы сделать о нем какие-то свои такие вот духовные, ну, переживания, выводы. Поэтому огромнейшая тебе за него благодарность. И давай тогда не будем отнимать время у слушателей, сразу приступим к самым актуальным, которые мы с тобой, да, решили, что это самые актуальные на данный момент вопросы. Вот, начнем мы с такого вопроса, да, насущного. Что делать с теми, кто уже принял волшебную, жижу, да, или хочет ее принять? Как на них, вот и на тех именно, кто хочет ее принять, как можно на них повлиять? Как можно их переубедить? И вообще, как относиться к тем, то есть я против того, да, принципа «разделяй и властвуй», который нам всегда, веками навязывали. И поэтому иметь какое-то вообще, понимание о том, как к нам реагировать, ну, это же наши родные, близкие. Я понимаю, что кто-то там чужой, нам на него может быть все равно. А если это делают свои? Вот, Надюш, благодарю тебя заранее за ответ, слушаю. Да, на данный момент это самый такой актуальный, животрепещущий вопрос, который волнует очень многих людей. И, ребята, да, это больно, да, это неприятно, да, это тяжело осознавать, да, особенно когда это касается близких нам людей. Но я хочу, чтобы вы в первую очередь поняли, что это выбор каждого человека. Каждый человек несет ответственность за свою жизнь, да, мы не можем брать ответственность за жизнь других. В плане выбора, свободной воли души и остального я рассказывала, что каждая душа обладает свободой воли, свободой выбора, да. И души наших близких людей, души людей, которые решили это сделать, они тоже как бы не лишены свободы воли и свободы выбора. Но вы можете как бы их, попробовать отговорить, да, вы можете попытаться как-то открыть им глаза на это. Вы можете сказать, то есть, каждый в меру своего понимания, да. Допустим, если человек очень хорошо завязан на материальном, на физике, он не видит, не слышит, он не знает про то, про что мы с вами говорим, он не верит в это во всё, да, у него более такой приземленный какой-то взгляд на мир. И эти люди, то есть их надо, попробовать, им рассказать про это с их точки зрения. То есть не надо вываливать на них там: «А вот знаете, там в сентябре повысятся вибрации». Нет, то есть покажите им статистику, попробуйте их убедить вот именно научными фактами, чем-то таким, то, что сможет, именно вот до их сознания достучаться, да, на их уровне вот, с ними как-то поговорить. Но опять же, я вам могу сказать еще такой момент. Вы, наверное, кто сейчас слушаете это, вы прослушивали мое видео по теме под ключик. Вот, как с ними бороться, как с ними, что они вообще делают, как они воздействуют на людей. И, вы, наверное, поняли уже, что
Также на этих людей сейчас идет большое давление не только со стороны, понимаете, телевизора, не только со стороны, каких-то там окружающих, да, вот людей, которые там говорят: "Надо, надо, надо, надо", но и со стороны мозгового штурма, то есть со стороны именно подключек. Подключки, они тоже очень сильно стараются, они тоже сильно говорят, они говорят: "Надо, надо, надо идти, надо делать". Так вот, если вы хотите, да, человеку, своему близкому помочь, то есть, они, ну вот чтобы вы понимали, они нарушают, в чем то их свободу воли, то есть они пытаются манипулировать их сознанием для того, чтобы человек принял удобное и нужное для вот этой вот гадости решение. Ну, то есть, понятно, какой гадости, да, для удобной подключки решения. То есть, в интересах подключки, чтобы человек остался с ним. И сейчас у гадов идет, чтобы вы понимали, жатва, период жатвы. И как бы темные сейчас уходят. И они спрашивают: "Эй, ребята, мы уходим, кто с нами?" И вот этот вот момент свободы воли и свободы выбора, они здесь, ну, как бы, они имеют право это спросить. А, вы, наверное, подумайте сейчас, что: да кто же такой, кто вообще с ними пойдет, кому это вообще надо?" Но, ребята, давайте смотреть правде в глаза. Я не говорю конкретно там про ваших родственников, каких-то еще что-то, но давайте просто вот немного взгляд сверху посмотрим. Очень много людей здесь на уровне души, их устраивает, и им нравятся такие игры. То есть игры именно вот в эти вот рабско-подчинительные такие вот, положения, когда они не хотят брать ответственность за свою жизнь, да, они не хотят, э, считать, что они управляют реальностью. Они не любят вообще какую-либо ответственность. Они говорят: "Кто-то там виноват, я не виноват, вот мне сказали, я делаю, да, вот как мне там, Петя, Вася, там, это, кто-то там сказал, я пошел и сделал, и сам я думать не хочу, принимать решения я не хочу", и все прочее. На уровне души им нравятся такие игры, понимаете, ребята. Да, это может тяжело осознавать, но есть такие души, которые вот именно они пришли для того, чтобы испытать подобный опыт. Опыт именно вот подневольного вот такого вот, ну вот нравятся им вот эти арабско-рептильные игры. И, они не хотят свободы. Ну, мы сейчас говорим про отдельную прослойку. Ярлык прошу ни на кого не навешивать заранее, да. Но есть такие, которые вот это вот хотят, им нравится, и они пойдут дальше на другие планеты, колонии, куда-то там воплощаться, да, и дальше продолжать играть в эти игры. Пока им не надоест, пока они не решат, что все хватит, ну, то есть на уровне души, да, душа скажет: "Так, все, стоп, хватит, мне надоели эти игры, хочу что-нибудь другое". И будет проходить другой опыт. Но пока что вот так. И они пойдут, и они это сделают, потому что это будет выбор их души. И любой выбор души, понимаете, нужно уважать. Также, на уровне вот этих подключек вы должны понимать, что подключка говорит человеку там: "Сделай это, сделай это, сделай это". Надо это сделать. В телевизоре говорят: "Надо", значит, и тебе надо. Вот Маша с соседнего подъезда сделала, у нее же все хорошо, надо и тебе сделать. И единственное, что вы можете, ну, помимо того, что вот, допустим, как можно остановить подключку человека, да, чтобы она ему не вещала. То есть вы можете запретить этой подключке, вы можете на уровне, понимаете, как вот я говорила, галактическая прокуратура, то есть вы можете выступить как посредником и сказать: "Ты нарушаешь, я вижу, ты нарушаешь свободу воли, ты пытаешься манипулировать, и это уже манипуляция с сознанием для того, чтобы приняли нужное тебе решение". То есть, а, это нарушение. Я фиксирую это Надюш, нарушение. у меня сразу встречный вопрос. То есть это нужно делать, себе, если у тебя такие мысли закрадываются, или это можно, в принципе, делать, когда ты видишь, что человек управляем кем-то извне? То есть, такой встречный вопрос сразу, извини, что перебила. Я сейчас говорю конкретно про, близкого человека, да, допустим, вот, кто-то там, я не знаю, у кого мамы, у кого там еще кто-то, да, а вот там брат или там, ну, близкие люди, да.
И именно вот на уровне, обращения к подключкам этого человека, да, подключке, там, которая именно стращает этого человека сделать вот этот выбор. И во-первых, объявить этой подключке, что ты не имеешь права блокировать мою информацию, потому что когда вы будете говорить, да, ну вот человеку, что, а вот ты посмотри, а вот здесь вот статистика, да, ты посмотри, вот здесь вот статистика, а подключка будет говорить в этот момент, ой, да, что-то ерунду несет, да, блин, даже не слушай, пойдем телевизор посмотрим, он там вот, тебе же сказали, там, ну вот какой-то там, не понять, кто выступал, там, он же сказал, что вот эту чушь городит. То есть это будет на уровне подключки, вот такие мысли, то есть она будет всячески стараться блокировать ту информацию, которую вы до человека пытаетесь донести. Поэтому, когда вы доносите, ну, пытаетесь донести до человека информацию, вы четко прям проговариваете вот этим подключкам, что вы не имеете права блокировать эту информацию, вы не имеете права каким-то образом влиять на этого человека для того, чтобы он не воспринял то, что я говорю. Вы не имеете права манипулировать им. То есть я имею точно такое же право рассказать ему обо всех минусах, да, как и вы его стращаете на то, чтобы он это сделал. И вообще никто не имеет права влиять на его выбор, и вы не имеете права давить на него, да. Он должен сделать этот выбор осознанно, без всяческих манипуляций. То есть вот сейчас я скажу, вы уже свое высказали. И этот человек должен принять чистое решение своим сознанием. То есть вот это вы должны четко проговорить, четко показать. А если будет нарушение, если вот будет это, то это сразу же зафиксируется. И тут же стукануть, ну, грубо говоря, в космическую прокуратуру и сказать, что я фиксирую то, что вот я вам это сказала, я вас предупредила. Если будет нарушение, на вас будет составлен протокол. И зафиксировать это на уровне сигнала. Понимаете, туда что? Тук-тук-тук, зафиксируйте то, что вот эти подключки предупреждены. Понимаете? А, Сразу Иначе... смотри, я Мгм. да, я сразу, смотри, я просто чувствую, что вопросы будут. Вообще, можно это говорить, на уровне, то есть мыслей, мысленно проговаривать, либо это обязательно нужно говорить, проговаривать вслух, разговаривать с человеком, потому что, ну, человек-то не в теме, он не понимает, что вообще от него хотят. Он же ж может посмотреть на нас как на умалишенных, и вообще с кем ты разговариваешь, кто такие подключки и что с ними делать. То есть можно ли это мысленно задать? Так это и надо мысленно говорить, не надо это говорить вслух. Это все мысленно и Я-то понимаю, но проговаривается на я думаю, уровне что телепатии, я да. думаю, что люди просто начнут задавать такие вопросы. Я прям чувствую это, поэтому благодарю, что разъяснила, да. Мгм. То есть, да, это все говорится на уровне телепатии, когда вы вот подходите, начинаете там, ну, допустим, пытаетесь там человеку что-то сказать, и все, и вы мысленно это все проговариваете, вы мысленно четко ставите позицию свою, то есть четко, безапелляционно позицию, все, я здесь главный, я здесь полицейский, я здесь вот, понимаете, та самая, как сказать, инстанция, которая отслеживает то, как соблюдается вот этими вот существами, да, свободная воля. И если будет какое-то нарушение, то значит сразу же на этих существ будет составлен протокол со всеми вытекающими. То есть берите на себя уже наконец-то как бы то, для чего вы сюда пришли. То есть реально, ребята, мы имеем право фиксировать эти нарушения на уровне, любая душа, абсолютно любая душа может фиксировать вот эти нарушения. Любая душа может сигнализировать и говорить: эгей, тут нарушается моя свободная воля. Сразу же тут нарушение, нарушение, нарушение. И в колокол огромный мысленно бьем, сигнал какой-то, сирену включаем там. Все это нужно делать. Серьезно. Это очень-очень важно. А, Насчет дальше выбора, да, я озвучила про то, что есть люди, которым нравятся вот эти вот, рептильные игры, да, и, ну, вот души, да, и они будут дальше, пойдут в них играть. Это один, ну, вот, одни, да, люди. Есть другие люди, которые, понимаете, м, которые еще не доросли. То есть, они не доросли до того, чтобы перейти.
Это, понимаете, вот, есть, грубо говоря, условно мы разделим первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. Вот эти, дети, да, вот эти люди, они еще учатся в третьем классе, понимаете? Они еще только полгода отучились, ну, так условно выражаясь, да, они еще только полгода отучились, то есть они еще полностью третий класс не закончили. И перейти в четвертый класс они не могут, понимаете? Просто потому, что у них еще не все уроки они выучили, они не все темы еще прошли, они еще многого не понимают, многого не знают, они просто еще не завершили а, свой вот учебный год, да, для того, чтобы перейти в четвертый класс. И это то же самое, что вот вы их пытаетесь там за уши, да, надо, чтобы они перешли, надо, чтобы они перешли. Вам кажется, да, что там, там в четвертом классе будет уютнее, там классно, и еда лучше, и мебель мягче, да, там, и перина удобнее, и все прочее. Но, ребята, это то же самое, что ребенка, который учится в начальной школе, сразу же взять и перекинуть в институт и дать ему высшую математику, и сказать: давай, учись здесь. Как вы думаете, ему будет комфортно, даже с учетом того, что перина мягче, там и еда вроде вкуснее? Он будет страдать. Он просто, ну, не дорос еще до вот этих знаний. Да, ко всему надо приходить в свое время, понимаете? И есть такие души, которых время еще не пришло получать знания. Ведь это же не просто мы перешли, и у нас там перина стала мягче и еда вкуснее. Это мы перешли в следующий четвертый класс, понимаете? И в этом четвертом классе будут свои уроки, будет начало учебного года, и будет уже что-то другое. Понимаете? То есть там уже будет другой опыт совершенно. И мы будем учиться, ну, многие, да, кто вот перейдут, там души, которые вот до четвертого, многие, конечно, здесь я знаю, что они пришли с более высоких плотностей, с пятой, с шестой и выше, да. Я свою, по-моему, озвучила тогда в интервью, с какой я пришла. Но, тем не менее, много душ, которые также вот с третьего класса переходят в четвертый, да, и в четвертом классе для них начнется только обучение этому всему, понимаете? И там они начнут, то есть обучаться, выстраивать реальность своими мыслями, своим вот всем. То есть они начнут вот эту программу обучения уже проходить, понимаете? А это уже другой уровень, это уже высшая математика, грубо говоря, да? А как вот они будут, вот ребята, вот, которые еще в третьем классе учатся, как они будут решать высшую математику, если они элементарно только проходят таблицу умножения? Образно выражаюсь, понимаете? Поэтому не все так однозначно. И если, то есть им тоже как-то нужно, они останутся там, то есть в третьем классе, и они будут проходить дальше вот эти уроки. Это не значит, что они будут в таких же вот ужасных условиях, да, жить, как они вот жили в колонии, вот, ну вот под такими же вот рептильными какими-то вот такими вот фермами. Нет. В третьей плотности очень много прекраснейших мирозданий, прекраснейших мест, где только светлые, допустим, тоже цивилизации идут светлым путем, и там все замечательно, там все здорово, там нет вот этих вот страданий, мучений и всего прочего, понимаете? Есть как бы другие замечательные цивилизации, есть замечательные пути развития, да, и это вот то, что душа останется там, это не значит, что она будет мучиться вот в какой-нибудь подобной вот такой вот захваченной, ну, планете, да, мироздании, на захваченной такой параллели, и будет вот дальше продолжать вот в таких вот агониях, да, пребывать. Нет, это совершенно не так. Это большое заблуждение, которое э, как миф, да, летает над третьей плотностью, потому что третья плотность, понимаете, это не владение темных, ребята, это не так. Третья плотность это просто вот, как вам сказать, это физическое, это пространство большое, да, огромнейшее пространство, космическое, вот огромнейшая площадь Вселенной, которая обладает определенными физическими свойствами. Понимаете, которые вот именно для вот этой плотности характерны. А миры, системы, там все, что находится вот в пределах этой плотности, они абсолютно разнообразные. И они есть как темные, так и светлые.
И для других плотностей тоже характерны разные и пути, и все. Это концепция, да. Концепция развития Вселенной. Поэтому не надо вешать ярлык такой огромный на всю плотность, да, что вот эта плотность плохая, потому что вот мы здесь вот сейчас жили, да, и вот мы находились в этой плотности, а там вот все было захвачено рептилиями, значит, во всей плотности все захвачено рептилиями. Ну, условно, да, выражаясь. Это не так. Это не так, это большое заблуждение. Поэтому те души, которые даже останутся в третьей плотности, они вполне могут пойти, то есть если они захотят, если это будет их выбор, да, они могут перевести на любое другое мироздание, замечательное, светлое, как бы на любую светлую параллель, где все будет вот, ну, они будут получать позитивный опыт, да, вот в этой третьей плотности. Все зависит только от выбора души. То есть что душа захочет испытать, какие именно виды вот эмоций, да, вот всего, это зависит, опять же, от выбора. И выбор каждой души нужно уважать, так же, как и нужно уважать то, что а, у душ есть определенные циклы развития, то, что душа, которая ну, находится еще в детском садике, ребенок, который хочет поиграть с игрушками, да, которому интересны песочницы, машинки и прочее, не надо его тащить на работу, и чтобы он там работал, да, там зарабатывал деньги и прочее. Как бы тоже учитывать вот этот момент. И также давайте еще рассмотрим, грубо говоря, третий, да, вот момент с душами, которые согласились на вот эту вот штуку. Это души действительно светлых, с более высоких плотностей, которые действительно дошли и до четверки, и свыше более плотности. Но они пошли на это, да, по различным причинам. А кто-то, получается, просто, наверное, я не знаю, как сказать, вовремя не успел проснуться. Конечно, у кого-то не получилось пройти, да, до этого момента, и они как бы, ну, сделали, сначала сделали, потом подумали, такое тоже есть. Как бы некоторые специально это сделали, то есть это была миссия на уровне души, мне это показывали. Вот. В одной картинке я видела, как эти души, то есть, они принимали это все для того, чтобы потом поднять бучу, поднять хай, для того, чтобы это все показывать, для того, чтобы это становилось, достоянием общественности. То есть и вот те души, которые сейчас, начинают там говорить: "Посмотрите, что со мной происходит, посмотрите, что я вот вообще". И то есть они это выкладывают в интернет, они это связывают именно с вот этой вот штукой. И это все именно те души, которые, приняли это на уровне миссии. То есть они знали, ну, на уровне души они знали, на что они идут. Сознание, да, сознание, может быть, было не в курсе, да, ну, скорее 100% сознания было не в курсе, но на уровне души, то есть душа знала, на что она идет и для чего она это делает. То есть это тоже было для того, чтобы разоблачить, вот темных и для того, чтобы все вот это вот вскрыть. Опять же, ну, может быть, вам кому-то покажется, что как же так, вот душа сама себя там чего-то, кого-то обрекла там, и как она может. Ребята, душа, она проходит сотни тысяч воплощений. Для нее вот каждое воплощение — это новое приключение, понимаете? Она сама выбирает, когда прийти в это приключение. Она сама выбирает, что ей испытать в этом приключении. Она сама выбирает, когда ей уйти из этого приключения, и что она хочет из него вынести, понимаете? Для нее это как погружение вот в какую-то, ну, я не скажу игру, да, но это просто приключение. То есть нас здесь приучили, что самое страшное, что с нами может случиться — это развоплощение. Все, если вот мы развоплотились, это все, это что-то вот, все капец нам, и вот больше не существует ничего. Но это специально было сделано, то есть чтобы страх вселить, для того, чтобы потом на этом еще горе хлебнуть, да, вот, ну, по полной скачать и прочее. То есть это специально нагнеталось вот вокруг этого всего страх, но то, что душа развоплотилась, она пошла в другие миры, она воплотилась, там потом в другие миры воплотилась, все, она никак не заканчивает свое существование, она никак не, как сказать,
она вот, прожила определенный путь, определенный опыт, да, все здорово, она это все сделала, и она пошла дальше, понимаете? А вечность, застревать в одном каком-то путешествии, в одном застое — это деградация, это, остановка. Просто остановка. Ты стоишь на одном месте, ты никуда не двигаешься. То есть и тут тоже выбор души, понимаете? Если вы хотите, чтобы вашу свободу воли, да, если вы хотите, чтобы, на вас вот, никто не нарушал вашу свободу воли, свободу выбора, вы должны уважать свободу воли и свободу выбора других людей. Но это не значит, что вы должны вот, ну, прям: ну хотят, ну пускай идут. То есть вы можете попытаться. Ну, я уже объяснила как, да, вы можете попытаться рассказать, вы можете пытаться как-то вот, до человека донести, но опять же, я вам говорю, он должен сделать окончательный выбор. И вы этот выбор должны для себя принять. Принять в том, что я уважаю твой выбор. Надо уважать выбор других душ, других людей. Они сами выбирают свой путь. Тот, который им ближе. На уровне души они знают, для чего и что они делают. Да? Каждая душа знает. Она сама выбирает путь, который она хочет пройти. Понимаете? Вот, как-то вот так. Что-то я вроде ищу, может, Таня, Да, подумаю, благодарю тебя, вопросы Надь. будут. У меня даже мурашки пошли. Вот когда ты все это рассказывала, прям прочувствовала как-то, да. Особенно очень было интересно и про плотности, и про миры. Очень все срезонировало. У меня вот, к тебе как бы даже он даже не вопрос, а просто, действительно прослушавшие люди, они же привыкли, они же многие просто, они действительно материальные люди, да, они не понимают, что такое душа. Ну, то есть, может, где-то интуитивно понимают, принимают, но та информация, они просто видят своих близких, у них срабатывают эмоции, они хотят их уберечь, то есть они хотят за них бороться. И вот именно эта физическая привязка, да, и именно и задает такие вопросы, как нам им помочь. То есть, грубо говоря, простым человеческим языком, да, они хотят видеть этих людей в физическом теле здесь, в нашем мире. То есть вот как ты это можешь прокомментировать, и тогда мы уже приступим к следующему вопросу. Он тоже такой длительный у тебя, я так понимаю, будет, ну, у нас. Вот, поэтому прокомментируй, пожалуйста, потому что именно, ну, я думаю, что людей интересует, именно вот эта вот физическая привязка. Благодарю. Да, нас как-то вот приучили, как-то вот с самого там детства, да, как-то вот с самого всего, ну, потому что нам преподносили так мир, нас приучили к тому, что тело — это есть душа. И вот что вот тело, и нас привязали не к душе, а к телу человека, да. И, ребята, вы можете там со мной не согласиться, да, в чем то и все, но, на уровне души эти души всегда с вами. То есть, даже если кто-то из ваших близких, да, уже ушел, допустим, всё, на уровне души они всегда с вами, они никуда не уходили. Вы можете в любой момент, как бы почувствовать ее, сказать там: "Блин, я так по тебе скучаю", там что-то вот сказать этой душе, что-то вот, до нее донести, да, вот мысленно, телепатически от всей души послать, и она вас услышит. То есть, они, по сути, никуда не уходили. Да, они, может быть, где-то перевоплотились уже в другие, да, вот, ну, либо миры, либо там здесь же они перевоплотились. А Кстати, да, вот я забыла точно, еще хотела вот, еще одна группа, да, грубо говоря, вариант номер 4 — это души, которые было решено, то есть они переходят, все это 100%, но, они будут перевоплощаться. То есть это момент будет перевоплощения, потому что, душа нацепляла за жизнь слишком много вот этих вот как, программ, да, то есть слишком много стереотипийных вот этих программ, слишком много установок вот этой системы, слишком много всего, и она, ну, как сказать, ах, то есть она не сможет их, вот эти вот системные установки, да, все вот проработать и все убрать. И поэтому для того, чтобы ей как бы, ну, начать жить в новом мире, да, ну, вот, грубо говоря, в новом мире, то есть, ей нужно все эти установки скинуть и обнулить.
И вот, для того, чтобы скинуть и обнулить вот это все, да, и начать жизнь с чистого листа здесь, да, вот, ей нужно развоплотиться и воплотиться снова. Это вот тоже, это четвертый вариант. Поэтому все очень неоднозначно, ребята. И даже если человек, принял гадость, вот, это еще не значит, что все там, все потеряно, все там, все вот. Это значит, что вариантов много, да, опять же. Поэтому как-то так. Насчет того, что, ну, я уже сказала, да, что связь между душами, телепатическая связь, она всегда остается. То есть, да, возможно, вам кажется, что я вот не могу, но на уровне души вы всегда, вам говорят, что вы не можете связаться с кем-то, кто ушел, но вы можете это сделать. Вы можете от всей души послать там ему какое-то вот намерение, запрос, да, вот какое-то послание, то есть от чистой души, там, я скучаю, вот, я там вспоминаю тебя, вот у нас там столько всего, да, вот что вы хотите искренне сказать этой душе, да, вот, которая ушла, допустим, пошлите этот мысленно вот тепло, вот эту любовь, все. Понимаете, она никуда не уходила, она рядом с вами, эта душа. Ну, рядом с вами имеется в виду именно вот телепатически, то есть она всегда на связи. Другое дело, что как бы отправляете ли вы это, но опять же не считайте их какими-то мертвыми, да, вот, ну, я имею в виду развоплотившиеся. Вот сейчас я просто такую большую обширную тему, ну, как-то задеваю, да, которая выходит за рамки немного обсуждения, но я думаю, она тоже важна, да. То есть не надо считать развоплощенных мертвыми, они не умирают. Понимаете? Это то заблуждение, которое нам здесь усиленно, прям вот усиленно втирают. Они не умирают, они просто скидывают одну из оболочек, все. Они никуда не деются, понимаете? И на уровне тонкоплановых тела не существует дальше. Прекрасно, они живее всех живых. Не надо записывать их в мертвые. Это тоже очень важный момент для осознания. То есть, понимаете, нет вот, воплощения, вот нет воплощения без Смотри, Надюш, у развоплощения. тебя Да. У тебя такая глубокая сейчас тема идет. Давай мы как бы ее оставим на отдельное интервью, и ты вот именно нам все это расскажешь, потому что мне тоже безумно интересно, и будут, ожидать наши слушатели, да, и потому что, ну, тема глубокая. Я вот прям, ну, знаю, что ее просто будут ожидать, и я сама ее с нетерпением жду. Но вот смотри, пока у нас, мы застряли в 3D, именно в 3D, о котором ты говоришь, на, негативной планете. Она не негативная, но, негативная в плане захватчиков, да, нашей цивилизации. Вот. И сейчас, конечно же, вопрос номер один у всех, духовность. Да, понятно, что мы все к ней стремимся, и планета повышает вибрации, то есть мы в любом случае выйдем. Но вот давай чисто опять же, люди задают один и тот же вопрос, вот, не только про, волшебную локализацию, а еще и про то, что сейчас, принят именно, по крайней мере, в РФ, да, такой закон, про эвакуацию. И люди в панике от этого закона, да, что которые могут, этот закон, я так понимаю, может ввести режим чрезвычайного положения и под, принуждением, получается, главврачи или кто там, я не знаю, кто там будет работать. То есть такой миф, да, существует в интернете, не знаю, насколько это правда. Но это не Всех совсем верно. эвакуированных да, всех эвакуированных, ну, то есть сделать с ними вот эту вот, волшебную процедуру. Вот как ты это можешь прокомментировать? Это, кстати, вопрос номер 2 и в обсуждениях, и во всех чатах. Благодарю. Да, это вопрос такой достаточно тоже тяжелый. Во-первых, я вам хочу сказать, что я смотрела этот вопрос дважды. Вот первый раз я смотрела еще, когда этот закон только вот шел там, ну, еще не приняли, да, но он шел там в чтениях, и люди уже тогда поднимали его на панику и прочее. Я смотрела, то есть, и я четко чувствовала, что нет, то есть, ничего не будет подобного. Вот, ну, вот как люди говорят, да, ничего не будет, ничего как бы такого я не видела, не чувствовала, что они вводят вот для того, чтобы
там сделать, ну, как вот, для того, чтобы там на какие-то периоды, на какие-то там, ну, с ЧС там и прочее, прочее, ну, вот какие-то дополнительные там меры, да, для того, чтобы как-то вот это вот моменты урегулировать или сделать более, ну, как-то вот более систематизировать, так скажем, да, вот что кому делать и прочее. Но потом, получается, это все начало более и более раскручиваться, да. Вот. На тот момент я подумала: "Ну ладно, что-то вроде как, ну, ничего не будет, и это главное". Ну, то есть вот ощущение было такое: ничего не будет. Но потом началось, то есть это опять же лагерь, вот этот вот известный всем, да, вот, когда детей забрали. Это опять же, официальное подтверждение с, вот этого. Ой, РИА Новости, по-моему, что ли, опубликовали статью, вот, где было официальное подтверждение того, что это возможен такой вариант развития событий. И я прям сама подсела. То есть я думаю: "Так, ну я же смотрела, там же ничего такого не было. И что же там все таки будет, получается?" Ну, то есть, цель-то такая идет. И я решила посмотреть второй раз, но уже более как-то, ну, глубже копнуть, да. Так вот, как копнулась глубже? Есть такие моменты, есть такие планы, есть, то есть они реально хотят под вот этот вот режим, то есть прописать закон. Они хотят, чтобы люди на это подписались, чтобы люди на это согласились. Ам, Они хотят, да, провести вот такие эвакуации там и под этот шумок все вот это вот провернуть. Да, такие планы есть. Но а, у меня шло, что они не успеют этого сделать. То есть эти планы — это планы, которые останутся планами, то есть они не успеют этого сделать. Но, ребята, слушайте дальше, потому что дальше будет очень важно. А дальше начала копать глубже, то есть прям вот четко-четко все это расковыривать. Будут еще попытки. То есть, реально то, что происходило в лагере, да, ну, я думаю, все поняли, про какой лагерь идет речь, когда забрали детей, когда вот это все случилось, их забрали в какую-то там больницу, не отпускали. И это был пробный заход. Это, грубо говоря, они закидывали удочку и проверяли, как народ на это отреагирует. То есть отрабатывалось четко вот, вот это вот, как пробное выступление, да. И они смотрели, какая будет реакция. Реакция пошла негативная, был резонанс, им это не понравилось, как бы, но они будут еще, ну, то есть они эти планы, они не упускают. Сейчас они начнут открыто. Они сейчас пытаются на свою сторону, да, привлечь, грубо говоря, своих вот ручных творцов, которые смотрят телевизор и под влиянием сущности реализуют те варианты событий, которые нужны им. То есть, ну, понимаете, да, реализуют ту реальность, которая выгодна темным. И вот это все надо отменять. И что мне еще не понравилось, вроде как не успеют, но, ребята, это не единственный будет заход, то, что было в лагере. Будет еще какая-то попытка. Будет попытка в одном из крупных городов. Вот. Ам, Какой конкретно город, прям вот сказать не могу, но это будет крупный достаточно город. И это уже будет не лагерь, это будет не школа, это будут маленькие дети лет 5. То есть это вот какой-то прям вот доу, просто упакуют также. Ну, шло, что это вот именно доу. Они тоже попытаются это сделать. То есть они, ну, провернуть такую же ерунду, вот как не проворачивали в лагере там. И чтобы, как бы через детей потом, то есть сначала у них идет четкое это дети, то есть вот эвакуации там, вот, а потом типа и взрослых, потому что взрослые могут оказать сопротивление, понимаете? А там цель такая, чтобы сначала детей, а потом, чтобы взрослые сами к своим детям попросились, понимаете?
То есть вот так они хотят это все провернуть. И это надо запрещать. Во-первых, запрещать, то есть на уровне души. И я хотела тоже, как бы, чтобы вы осознали, во-первых, что вы можете запретить любые планы темных на уровне души. То есть сказать: в моей реальности, в моем мире, в котором я живу, я запрещаю на выполнение этих планов. Потому что я здесь творец, и реальность тут моя. Так вот, я запрещаю. И вот эти планы в моей реальности никто не должен реализовывать. То есть я не хочу жить в мире, я не буду жить в мире, то есть я в нем живу, да, ну, я не собираюсь развоплощаться, но в мире, в котором я живу, вот такой вот вакханалии быть не должно. Все. Либо как бы вы эти планы убираете, либо все нахрен на выход отсюда. Это четко, ребята, это очень четко. Вам может казаться, что это не работает, что это вот я там чушь несу, но это работает, и это будет работать. И если вы реально не хотите, чтобы вот эта вот вся вот эта вот штука вся начала реализовываться, да, а понимаете, в чем дело? То, что вы боитесь, и то, что вы говорите, что с вами могут это сделать, то, что они могут провернуть эти планы, и мы даже не пикнем, да, мы даже ничего сделать не можем, вы разрешение даете, понимаете? То есть вы не обязательно идти на улицу и кричать. Выйдите на балкон и молча об этом покричите в своей голове. В прокуратуру подолбите, опять же я говорю. Нарушение, нарушение, нарушение. Смотрите, что творится вот в моей реальности. Вот такое вот творится. Какого вот, почему они это делают? Кто вот это вот делает? Почему в моей реальности вот это происходит? Кто собирается вот насильно вот это? Я против того. А почему это насильно? Это же нарушение свободы воли. Они пытаются продавить нарушение свободы воли. Все, на всех протокол. Ребята, это все реально не шутки. То есть вы должны вот отменять эти все планы. Вы должны реально вот говорить, что я отменяю, я запрещаю это делать, не будет этого. Не то, что не будет этого, а вот я не даю на это свое разрешение, и все. Если я не даю на это разрешение, значит все. Никто не имеет права это делать. Почему они должны решать, понимаете? Как только вы думаете о том, что кто-то может за вас решить, вы даете разрешение. Как только вы думаете, что какой-то там политик может что-то с вами сделать, вы даете на это свое разрешение. Как только вы говорите о том, что они могут провести эту эвакуацию, вы даете на нее разрешение, понимаете? Вы говорите, что неважно, что я там говорю, они это сделают. Все, вы разрешили им это сделать. Поздравляю вас. Не давайте этого сделать. Не разрешайте это делать. Вот момент разрешений на вот это вот все, он очень тонкий. Малейшая ваша вот эта вот вообще мысль о том, что они там могут это сделать, да, что они вот, несмотря на ваши какие-то вот, ваше внутреннее отторжение этого, они могут все равно это все реализовать, все, вы дали на это разрешение. Да никакого, вот прям четко, я запрещаю все, не будет этого здесь. Это мое мироздание. Мое и все. Никто не имеет права тут ничего делать. И вот этого тут не должно быть. Все четко. Понимаете? Важно, потому что эти планы, они реально их вынашивают. И они реально это хотят сделать. И мало того, у них есть планы массово бурду вот эту детям в сентябре, ну то есть к сентябрю. Понимаете, когда начнется новый учебный год, новое вот это вот все, они хотят бурду детям запихать, предложить и, ну, делать. И вот это тоже надо отменять. И также говорить нет и все. Понимаете? Тут еще вот на уровне воли родителей, которые некоторые весело в припрыжку под влиянием сущности побегут. Но, понимаете, тут даже дело не в родителях. Опять же, долбите, долбите, говорите нарушение, нарушение. Эти дети, они вот
через родителей, понимаете, вот так же, прям протоколами, не через родителей, эти подключки, через родителей пытаются вот этого ребенка, бурду ему ввести, прям вот долбите массово. Наверное, там меня уже многие там после просмотра, прослушивания этого всего там уже запишут, я не знаю, там, в какие-нибудь сумасшедшие, но, ребята, вот кто услышит, пожалуйста, долбите, долбите, прям говорит, нарушение, нарушение, нарушение. Прям им вот в это, вы нарушаете. Не имеете права вы через родителей детей заставлять. Это понимаете, это как эвтаназия. А этот родитель, он полностью на подключках. Он сам побежал козочкой туда. То есть, а ребенок, он все осознает. Он все осознает. Мне тут вот рассказывала девушка одна, она разговаривала со своим ребенком, и ей ребенок говорит, у них очень многие дети, да, вот в школе, они осознают, что это за бурда такая, они понимают, что вот эту бурду вообще ни в коем случае, это вопрос жизни и смерти, они это осознают, но они также говорят, я понимаю, что моя мама меня туда потащит. Моя мама потащит меня туда, и я ничего не смогу сделать. Я не смогу вцепиться зубами этой медсестре и не дать мне это поставить. Мне придется, и она вот, ну, своими же руками мне. А я ребенок, я ничего не могу. И вот это, ребята, нам надо, вот понимаете, этот момент, этот вопрос тоже вот долбить, долбить, долбить. Нарушение, нарушение, запрещать это. Понимаете? Запрещать, чтобы... А это подключки, понимаете? Вот это подключки. Подключки, которые через ум мамы говорят, надо дети бурду, надо детям бурду, срочно, срочно. Скоро же учебный год, надо бурду. Понимаете? И вот это надо запрещать, чтобы подключки вот это делали. Чтобы они вообще, вот просто им четкий запрет на то, чтобы они вообще к детям подходили. Это очень важно. Это очень важно. Они вот сейчас, они реально, ах, они будут пытаться охотиться не только на нас, но и на детей. И это очень-очень, ребята, очень серьезно. Потому что сейчас, ой, я сейчас сама говорю, у меня все, у меня как-то прям, ух, и сердце, и все прям вот идет. Я сама, видимо, вот эту вот энергию словила. Давай мы с тобой перейдем в положительное русло. Да, мы все тебя услышали. Я, в точности даже я говорю, что мощная речь меня очень сильно пробрала и от начала, и до конца. Мы сейчас не будем углубляться в некий, негатив, потому что ты ж сама понимаешь, что мы этим питаем этих сущий. Давай сейчас, да, на местах каждый из нас, что еще мы можем Ты озвучила, кстати, мой последний вопрос именно на сегодня, да, потому что я знаю, что мы еще будем с тобой это обсуждать. Мгм. Вот, что еще мы можем сделать все, кто сейчас слушает, кто будет слушать, да, каждый от себя, но, в принципе, в то же время мы это, будем делать вместе, чтобы проявить вот ту новую реальность, к которой мы все стремимся. Не тот негативный сценарий, который нам привыкли программированием, да, прогнозным программированием пропихивать, да, а именно тот новый мир, который мы будем строить, и чтобы он проявился как можно скорее, чтобы он не растягивался, чтобы это что-то повлияло не только на каждого человека, да, но и на всех нас в отдельности, и на весь мир, естественно, чтобы этот мир, наконец перевернулся с тех ног, на которых он стоит, да, вернее, с головы, на которой он стоит, на, ноги, и чтобы он стал правильным, чтобы мы избавились, наконец, от тех сущих, которые из нас все высасывают, нашу жизненную энергию, энергию наших детей, энергию вообще, то есть полностью, да, энергию наших душ. Они заставляют нас, идти на такие, жертвы. То есть я думаю, ты меня услышала, что каждый из нас может сейчас сделать. Давай вот сейчас это проговорим, а остальные такие глубокие вопросы я бы очень сильно хотела, кстати, с тобой затронуть тему еще ой, господи, Антарктиды. Вот второй раз оговариваю, значит, все таки и с Австралией что-то не так, потому что там, Наверное, говорят. там взаимосвязано, да. Да, да, там проход в Антарктиду, и там все таки не так все просто. Вот, и обязательно вот ту глубокую тему, которую ты во втором вопросе рассматривала, именно, на уровне души развоплощения, то есть мы обязательно обсудим и, конечно же, почитаем следующие вопросы. Вот, давай мы какой-то общий, то есть, знаете, еще такой вот момент, да, как бы я негативно отношусь к медитациям, к коллективным каким-то воззваниям, призваниям. Я думаю, что ты точно так же к ним относишься. И поэтому просто вот такую вот,
реальный вопрос. Люди привыкли быть ведомыми, но мы должны каждый сейчас на уровне себя, да, что-то делать и осознавать, что все начинается с нас. То есть если я проявляю что-то в реальности, это уже пойдет как звенья одной цепи, и не нужно там кого-то просить, там высших сил, да, понятно, что заявлять, как ты правильно говоришь, что здесь нарушение. Но что вот мы можем сделать, я тоже уже очень много говорю, что мы можем сделать именно вот сейчас, прямо сейчас, каждый, кто это слушает, чтобы это повлияло на общее. Ну, во-первых, я хочу немного поправить, не высших сил, ни в коем случае. Высшие, низшие силы — это все отсылка к темным. Ребята, это вот серьезно, нет высших, низших сил. Я говорю про конкретное, вот это как полиция, это как вот это прокуратура, понимаете, это как вот те самые ребята, которые следят за тем, чтобы закон свободной воли во Вселенной, он не нарушался, чтобы никто на душу не давил, чтобы никакой вот такой вот вакханалии, которая вот здесь происходит, ее не было, да. И если там вы там спросите, а почему там раньше вот они, значит, на все смотрели спустя рукава, там, и почему они довели до такого сценария. А все очень легко, ребята, потому что у темных на бумажках, вот знаете, вот как вот здесь вот у них в системе, так у них и там. То есть на бумажках у них все чин по чину. Тут все на все согласны, тут все по доброй воле людей делается. Все на все согласны, все на все подписались, тут все пребывают в матрице вот в этой добровольно, и на все-то они подписались, и страдают-то они добровольно и все прочее, понимаете? Поэтому то, что мы с вами здесь, то, что мы с вами сейчас вот это все видим своими глазами, все это вскрываем, все вот это вот достаем, это значит, что они не сидят на месте, понимаете? Это не сидят на месте, это мы пришли сюда наводить ревизию, понимаете? И смотреть не так, как у них там у темных на бумажках все чин-чинарем маслом обмазано, понимаете? А именно то, как все на самом деле. И, грубо говоря, нашими глазами смотрят и нашими вот этими вот стучалками, понимаете, то, что мы говорим там, нарушение, 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 это все фиксируется, понимаете? Мы должны об этом сигналить. Вот прям говорит нарушение, 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 и прям сигнал, сирену включаете, вот как вот, знаете, там виу, 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 там, чтобы услышали. Это все чрезвычайно важно. То есть это не высшие силы, ни в коем случае. Вот эти высшие, низшие, там, каста, иерархия, забудьте. Просто забудьте. Серьезно. Насчет того, что как мы намерением, да, что мы можем сделать для того, чтобы новая реальность, она быстрее материализовалась. На самом деле, ребята, мы сейчас и должны уже начинать простраивать новую реальность. Каждый человек сейчас должен простраивать, начинать новую реальность. Когда мы говорим, когда мы что-то запрещаем, да, в первую очередь, вот я уже сказала, мы запрещаем, да, выполнение каких-то планов, то есть вот мы запускаем намерение, да, определенное, что этого не будет в моей реальности. В моей реальности не будет того, что кого-то там чего-то вот загоняют, чего-то там кого-то делают и все такое. И тут же мы прорисовываем другую картину. Мы должны сказать, как будет в нашей реальности, понимаете? И тут мы с вами уже рисуем, что в нашей реальности все это не сработает. В нашей реальности у них ничего не получится. В нашей реальности все это разваливается, понимаете? И вы рисуете эту картину. Вы ее рисуете, как вот если вы смотрели мое интервью, да, вот, которое я говорила, вы рисуете каркас в реальности. Тот каркас, по которому потом энергия материи будет выстраиваться. И это очень-очень важно, понимаете? Очень важно. И невозможно так, чтобы вот там кто-то говорил, вот, кстати, вот кто-то там мне задавал вопрос, да, что вот если у тебя такие силы, значит, если ты такая вот это, что ж ты пожары в Якутии не тушишь? Ребята мои дорогие, а ничего, что как бы там поджигают. Вот. Это во-первых. И как бы, наверное, сначала надо тех, кто поджигает, за хвост прищучить, а потом уже наезжать. Потому что я делала то, что от меня вот зависит. Но, извините меня, когда это все специально зажигалкой там чикают, это уже другой разговор. И я видела, как, ну, на тонком мне показали четко, как змея там ползает,
и огонь распускает, распространяет. Поэтому, знаете, дождик послали. А как там дождик этот? Толку от него будет? Но это другой разговор. И понимаете, в чем дело? Намерение должно быть четко. Один человек закидывает намерение, он, да, выстраивает, но это в пределах его реальности. Понимаете, один человек не может за всю планету решать. Один человек не может решать за все миллиарды живущих здесь. Зато много человек, а вы, наверное, думаете, ну тогда все, значит, все, мы же за все миллиарды, там они живут за темных, все тогда там бесполезно. Нет, ребята. Дело в том, что вот эти вот люди, которые неосознанно, да, которые это делают неосознанно, они, понимаете, это неосознанный выбор. Фактически они выбор-то и не делают. То есть они это делают на уровне каких-то инстинктов и соглашаются на то, на что они сами не понимают, на что они соглашаются. И фактически вот почему сейчас идет вот это вот, что нарушение, нарушение, нарушение. Каждое их такое разрешение, понимаете, каждое их вот это вот простроение реальности, оно нелегитимное. Оно нелегитимное на уровне свободы выбора, да, и всего вот для построения общей вот картины будущего. Поэтому осознанное намерение, которое запускаем мы с вами, да, на уровне осознания, то есть мы осознаем, как на самом деле, что тут в мире происходит, да, и мы осознаем то, что этого быть не должно, и мы осознаем то, как это быть должно на самом деле, то есть что мы хотим видеть в этой реальности, да, и это уже осознанный выбор, это осознанное намерение, да, это выбор на уровне души. И он гораздо сильнее, в сотни, в тысячи раз сильнее, и он именно идет легитимный, понимаете, на уровне построения реальности. То есть и реальность, она будет ну не то, что подстраиваться под нас, да, но она будет именно смотреть более вот такой вот осознанный, да, осознанное намерение и выстраиваться согласно осознанному намерению гораздо сильнее и быстрее и лучше и качественнее, чем по вот такому вот непонятному, потому что непонятное построение, это, понимаете, это вот как есть четкий каркас, вот мы с вами, да, когда четкое намерение на уровне души запускаем, что вот этого быть не должно. Мы хотим вот так, у них ничего не получается, у них все рушится, значит, мы хотим как бы силу света, мы хотим, чтобы мир изменился, мы хотим, чтобы вот это все закончилось, чтобы вот эти вот, значит, темные ушли, чтобы вот это все, значит, все вот эти вот система, ну, изменилась, да, крайне, для того, чтобы, ну, система изменилась, я имею в виду, если все рухнет, ну, вы представьте, да, вот на части взяло все и рухнуло, то это, ну, это же капец, ребята, будет. То есть система должна обновиться и работать на человека, то есть, а потом вообще искорениться полностью, понимаете, полностью уйти из нашей жизни. То есть и это все должно, рисуйте ту реальность, в которой вы хотите жить. Не надо рисовать реальность темных. Их реальность надо отменять, их реальность надо говорить, нет, так я не хочу, я запрещаю, чтобы так было, я хочу вот так. И рисуйте новую картину мира, понимаете? И чем ярче, чем красивее, чем вы будете себя там, в этом новом мире чувствовать, да, что вы стоите ногами там вот на траве, да, вы будете чувствовать эту траву, вы будете чувствовать вот эти лучи солнца, которые на вас падают, вы будете чувствовать вот этот свежий воздух. И чем сильнее и вот ярче будет ваша картинка, это должно быть творчество, которое будет сходить из вашей души, понимаете? Не надо там вот это вот мы сейчас сядем с вами в 12:00 по московскому времени и будем там все вместе, да, там. Нет, не надо. Вот у вас идет вот прямо сейчас, да, вот вы вот почувствовали эту картину, вот вы прям почувствовали вот этот порыв, внутренний зов, творческий, вот он из вас идет вот прямо вот здесь сейчас, не сдерживайте его. Неважно, во сколько он по времени идет, неважно вот как что, запускайте это намерение, запускайте эту реальность, понимаете? Запускайте. И, ребята, как бы
Это все тоже крайне важно. Мы должны рисовать эту картину, никто нам не должен диктовать. Мы должны сами запускать намерения, мы должны сами создавать реальность, ту, которую мы хотим. Мы для этого сюда пришли. Сделать переломный момент, понимаете? Мы пришли для того, чтобы противопоставить им все, для того, чтобы вот сломать их систему. А их система это вот построение реальности путем манипуляций. И эти вот решетки, они хрупкие, понимаете? Вот те вот люди, которые неосознанно создают какие-то вот эти конструкции, они как карточные домики, понимаете? Они вот вроде как оно выстроилось, и тут же пух, рухнуло. Тут же опять вроде что-то выстроилось, потом пух, рухнуло. Тут же вот просто оно выстраивается и тут же разлетается, выстраивается, разлетается. И оно вот такое, понимаете, никакое. Никакое, оно нестабильное, оно нечеткое. И на основе этого там как бы реальность пыталась подстраиваться под это все. Понимаете, все вот это время. Но наша картина, когда мы запускаем осознанно, вот это вот неосознанное, оно вот именно вот такое, как карточный домик. Оно вот выстраивается, тухнет, выстраивается, рухает. Все, вот оно вот как пыль разлетается вот постоянно, только вроде как это и в пыль. Это неосознанное, понимаете? Реальность не успевает под такой подстраиваться. Но когда вы закидываете осознанное намерение, когда ваше намерение полностью идет от души, вот таком вот порыве творчества, как я описала, это четкий каркас, который не развалится, если только вы не дадите слабину, понимаете, и не начнете в этом сомневаться. Только если вы сами не разрушите свой каркас, понимаете, вот, в этом и различие. И поэтому они не смогут вот этот каркас никак перебить. Я надеюсь, как-то я смогла или я что-то упустила, Таня? Надя, в который раз я просто слушаю и говорю, у меня просто идут мурашки от твоих слов, потому что твое видение абсолютно совпадает с моим видением. Я, конечно, не могу похвастаться выходом на тонкий план, я всегда об этом говорила, но у меня внутреннее чутье всегда было таким, что все именно так и есть. И мы сюда, все мы пришли не просто так. Мы столько лет спали, мы столько лет мы дожили до своих годов, да, ну вот кто в каком возрасте сейчас находится. И если он проснулся недавно, вы не просто так проснулись, вы проснулись защищать и отстаивать нашу планету. Мы должны вернуть себе тот золотой век, ту плотность, третью плотность, о которой говорила Надя, о том, что она неплохая, она действительно просто была под захватом. И я так считаю, и я думаю, что ты со мной согласишься, Надюш, что мы сейчас именно это и делаем. Наша задача не только в пробуждении, да, таких же, как мы, да, в осознании, в первую очередь для себя, что мы каждый, мы не можем молиться некому, кого мы даже не знаем, вообще в глаза не видели, кто это такой, написан там на каких-то бумажных текстах. Мы с тобой точно так же можем написать. Мы и есть творцы, и мы простраиваем не то чтобы сами свою реальность, как я уже много раз говорила, да, что, ну, может быть, ты слушала, не слушала, но это мы обсудим с тобой потом. Наше сознание заключено в некий куб реальности, и вот этот куб мы сейчас рушим. То есть восьмимерное восприятие времени и пространства сейчас разрушается. Времени и пространства не существует. Это навязанная догма. И сейчас мы делаем одно общее дело. Друзья, мы должны понять, что мы пришли сюда каждый, не просто слушать какие-то аудиосообщения, не просто прослушивать, видео смотреть, да, когда же нас спасут светлые. Мы и есть те самые силы, светлые силы, да, которые и спасут эту планету. И в первую очередь мы должны начинать каждый сам себя на любом этапе пробуждения. Мы должны пробудить не только себя, мы должны пробудить в себе ту силу, которая спала все это время. И мы должны показать ее, и мы должны дать отпор тем, кто нами так манипулировал, такое количество времени манипулировал. И поэтому все, о чем ты, Надя, говоришь, все замечательно, все прекрасно, все резонирует, и все так и есть. И поэтому прямо сейчас не коллективными медитациями, а именно силой намерения и простроения нашей реальности, потому что реальность
она не только выстроится для вас одного, в каком-то там, в какой-то временной линии, она выстроится, просто вся временная линия поменяется в одночасье. И, еще от себя просто могу сказать, хочу сказать даже, что много раз тоже говорила, что, почему, не происходит тех событий, которых мы так долго ждем. Да потому что мы утонули в этом физическом мире, мы утонули в новостях, в ожидании непонятно каких действий, от каких-то белых шляп, от белых сил. Да не существует этого. Если и существует, конечно, оно существует на каком-то уровне, да, ну, энергетическом и непонятном, да, нам. Но главная сила заключена в каждом из вас, в каждом, кто слушает это сообщение. И от каждого из вас сейчас будет зависеть, как будет простраиваться та ветка реальности, в которой вы хотите жить. Это уже не только дело ваше, да, это дело даже детей наших, которые будут жить в той реальности, которую мы сейчас им создадим. Страх и паника– это элементы темных, да, как Надя сказала. Мы не должны и не можем, уже в первую очередь, мы не можем, осознанные люди не могут ему подвергаться. Никакой паники, потому что мы творцы своей реальности. Вот, Надюш, я думаю, что я немножко так тебя дополнила, но по делу, да? Да, да, по делу, и я хочу еще кое-что добавить. Смотрите, как реагировать? Вот вы какую-то новость, да, вот вы, я надеюсь, услышали, когда я сказала, вот как надо отменять, да, что вот планы вот их я запрещаю, вот не будет, я вот это вот, значит, отменяю и все прочее. Ну, вот то есть вы услышали, да, когда будут такие моменты, можете переслушивать то, как я вот это вот говорила, как бы для того, чтобы, может, настроиться. Но как нам реагировать, когда мы узнаем вот какие-то такие новости, когда мы узнаем какие-то вот такие вот моменты и прочее. Вот пошла какая-то вот такая вот новость, да, какая-то волна там, я не знаю, новая, там все, всех вот, значит, жижизировать будут там насильно все. И сразу же ни страх, ни паника, ни куда мне бежать, в лес, наверное, пойду сумку собирать. Нет, ребята, сразу же четкий запрет, четкая отмена. Не должно быть этого, не будет этого. Я так сказал, я запрещаю это. В моей реальности все. Или и пошли, значит, нафиг отсюда, вон выход там. Все, сразу же четко все это вот отрубать, обрубать им, ломать и ни в коем случае не паниковать. То есть если мы будем запрещать, ломать и разрушать их планы, значит, они разрушатся и сломаются, понимаете? Никто, кроме нас, этого не сделает. И опять же, да, вот опять же, возвращаясь к теме того, что кто-то там за нас все сделает, ребята, я объясняла, есть одна большая миссия, да, и есть действительно ребята, которые из других миров, да, которые прилетели сюда и которые делают здесь свою часть работы, понимаете, по освобождению этого мироздания, по вот составлению протоколов, по вот этому всему. Они будут разбираться именно с иноземными, как бы вот цивилизациями, с ними там уже вести какие-то разъяснительные беседы, да, на другом уровне. Также они помогают другим, допустим, тем, кто сейчас воплощен. В каком плане? В плане там операции, да, вот этой вот, которая проводится там на уровне военных, да, про которую мы очень много слышали, очень много знаем и прочее. Они выполняют свою часть работы, понимаете? У них своя часть работы. И также есть мы. Мы сюда действительно пришли не смотреть видосики, не вот это вот все, а тоже выполнять свою часть работы, понимаете? И мы должны ее выполнять. Ну, может быть, кто-то там скажет, мы никому ничего не должны и не обязаны. Но мы пришли сюда, и у нас тоже своя часть работы, понимаете? В этом во всем. И я говорила, каждый, абсолютно каждый винтик в этом механизме чрезвычайно важен. Чрезвычайно важен. Если один не выполняет часть своей работы, весь механизм станет, понимаете? То есть они свою работу делают, но мы должны тоже делать свою, выстраивать намерения, все вот это разбирать, все это запрещать, чтобы они могли, то есть те, кто в физическом воплощении, чтобы вот эта вся миссия двигалась. Это мы движущий механизм, понимаете? Никто, кроме нас. Мы движущий механизм этого всего. Без нас это все двигаться никуда не будет.
Понимаете, вот одна девушка в комментариях отписалась, она говорит: "Я видела, да, у нее тоже было видение, то есть она видела на том, ну, тонкий план, я не знаю, как она там во сне, по-моему, или что. Она говорит: "Я видела, как мы движем эту планету. Прям вот мне показывали, что вот планета движется, то есть это мы двигаем мироздание в этом переходе. Именно мы та самая движущая сила, на которой этот переход вообще вот состоится, на которой он вообще двигается. Не будет нас, если мы не будем ничего делать, никакого перехода не состоится, ничего этого не случится, понимаете? Никто не будет двигать вперед это все. Поэтому я говорю, сейчас пришло время все начинать, время делать наш ход. И мы сейчас должны начинать выстраивать свою реальность, такую, как нам надо. Их время вышло, все. Поэтому, ребята, все в позитивном ключе, все замечательно. И еще один вопрос, вот даже я тут себе сделала пометку. Многие привыкли уже к тому, что надо у кого-то просить помощи, у каких-то высших сил, там, да, ну я уже про них все сказала, да, высшие и низшие, у кого-то там еще, то есть там кому-то обращаться там и прочее. У кого просить помощи, к кому обращаться? Смотрите, ребята, обращайтесь к светлячкам, к друг другу обращайтесь, и не по именам там Вася, Петя, помоги мне. Понимаете? Обращайтесь вот полностью, представьте, вот мы с вами, да, это единое целое. Мы с вами светлячки, понимаете? И вот обращайтесь к другим душам, которые сейчас не спят, которые сейчас выполняют эту миссию. К ним, что помогите мне, там, допустим, вы не можете справиться с какой-то там сущностью, вы не можете справиться с каким-то страхом, еще что-то. Помогите мне, меня гасят, помогите мне. Понимаете? И обращаться не к кому-то там, а мы должны поддерживать друг друга, даже на таком уровне, понимаете? И это будет самый лучший выход, когда мы будем просить друг друга, а не кого-то там. Мы даже вот не понимаем, кого мы просим. Мы пришли сюда делать единое дело, единую миссию, да, выполнять. Единая работа у нас. И мы должны друг друга поддерживать. Понимаете? Мы единое целое. И друг друга мы и должны просить. То есть каждый, вот это, знаете, здесь очень похоже на вот она как, как сказка, не сказка, да, вот, но когда прутики. То есть, когда один прутик сломать легко, когда два уже тяжелее, но можно. Но когда прутиков очень много, сломать их невозможно. И в этом наша сила, понимаете? Мы должны быть охапкой, огромной охапкой, которую невозможно переломить. И в этом наша сила. Вот. И это все должно быть на уровне осознания. Осознание, и вот где-то там, то есть мы должны понимать, что мы держимся за руки. Мы держимся за руки и делаем единую работу. Мы все единое целое. Вот, как-то вот так, Танюш. Я все. Да, Надя, я думаю, что у нас с тобой эфир получился очень эмоциональный, очень с таким благим посылом. Я думаю, что нас многие услышат, и мы услышим еще не только слова благодарности, потому что в первую очередь, да, самые позитивные вибрации это несут эмоции благодарности. То есть благо мы дарим кому-то, да, потому что мы до кого-то донесли, достучались, кто-то услышал, кто-то проснулся. Я считаю, что вообще мы совершаем невероятную работу именно по перестройке нашего общества, потому что опять же, тоже я как-то у кого-то затрагивала такую тему, я для себя ее всегда храню, да, где-то в голове у себя, потому что мы все хотим изменить мир, мы все хотим изменить, получается, тот существующий строй, который у нас есть, ту систему мы хотим сломать. Но когда кому ты задаешь вопрос, а какая будет твоя новая реальность, никто
никто не может на него ответить. То есть мы в первую очередь должны в голове, как ты правильно говоришь, нарисовать тот самый мир, в котором мы будем сосуществовать. То есть не ждите ни арестов. Зачем вам эти аресты? Зачем вам вот, ну, все то, что, да, все то, что остается за кадром, оно пускай остается, оно будет, оно есть, и оно осуществится. Но в первую очередь вы для себя что вам дадут, да, согласись, Надя, что дадут нам какие-то уведомления о том, что кого-то арестовали, кого-то посадили, кого-то за преступление, за человечность. Да мы не хотим об этом больше слышать, мы просто хотим уйти в этот новый мир, но уйти не физически, не развоплотиться, как ты правильно говоришь, а остаться здесь и просто начать его строить ради себя, чтобы жить просто в нем, да, и кайфовать, ради наших детей, чтобы творить, мы творцы, мы пришли сюда творить. И поэтому в первую очередь не ждите, переставайте мусолить эти новости, переставайте реагировать, ожидать. Я понимаю, что даже я на своем канале я транслирую, потому что люди застряли в этой материальной матрице, они застряли в ней. И в первую очередь наш с Надей посыл, да, мой от себя, у Нади от себя. Все, мир меняется, но мир начинает меняться с вас. И поэтому просто проецируйте ту реальность, которую вы хотите видеть, а она уже не заставит себя ждать. Я думаю, что на этой ноте, Надюш, мы с тобой попрощаемся, вот, и обязательно мы запишем. По-русски тоже скажу. Да-да-да, Смотрите, конечно. ребята, да, когда вы вот просите хлеба и зрелищ, вы ждете хлеба и зрелищ. Вот мне хлеб и зрелища, ну вот я вот так вот скажу, да, хлеб и зрелища не нужны. Просто пускай уходят, и мне этого достаточно. Мне, то есть, не нужны вот какие-то это. Вон отсюда. Дверь там захлопнули за собой, вышли. То есть ждать вот какие-то там, чтобы они здесь еще оставались, там что-то вот, какие-то вот там показательные, вот это все было, да просто выйдите отсюда. Вас здесь не надо ни в каком виде. Вот, понимаете, не надо проецировать то, чтобы они здесь остались. Да, это будет, да, это все будет, вот, но вот конкретно вот ждать именно вот этого момента не надо. Надо ждать, вот проецировать в своей реальности, понимаете, тот момент, что они выходят отсюда. Все, выходят и дверью хлопают. Вот, как-то вот так, да. Хотелось просто уточнить, ну, грубо говоря, потому что не совсем правильное построение, наверное, вот так. Ну, мое личное мнение, да. Да, Надюш, все замечательно. Давай тогда мы с тобой заканчиваем это интервью. С нетерпением буду ожидать, когда у нас будет возможность записать следующее, потому что я уверена, что вопросов будет много, и вопросов даже, которых мы еще не разобрали, и даже вот которые, ну, меня сегодня очень сильно заинтересовали. Поэтому благодарю тебя, огромнейшая тебе благодарность за наш сегодняшний разговор. Я думаю, что не только я тебя благодарю. Вот, и тогда до связи, да? Да, Танюша, тоже благодарю за разговор. Вот мне как бы в режиме диалога немного удобнее, да, как-то я вот собеседника представляю, я начинаю говорить, и где-то что-то ты мне, ну, не то что направляешь, но вот где-то говоришь, а вот это вот немного непонятно, вот здесь немного непонятно, и мне вот комфортно. Значит, да, всем, ребята, тоже огромная благодарность, то, что вы как бы за теплые слова, которые вы мне говорите, за отклики, я их чувствую, да, отклики в вашей душе, в ваших сердцах, я чувствую ваши посылы, да, внутренние, вот эти теплые, и для меня это тоже безумно греет душу, вот. Хочу сказать, я вас всех люблю. Да, мы всех безумно любим. Друзья, присоединяйтесь к нам. Я думаю, что с нами дальше будет еще интереснее. Все, Надюш, тогда я завершаю голосовой эфир и до скорой встречи с тобой. Пока-пока. А, Уважаемые ребята, делаю небольшую такую пометку уже после эфира касательно того, что я сказала, что мы должны обращаться друг к другу, да, и помощи просить у других светлячков, у других душ, которые пришли сюда выполнять эту миссию. Имелся в виду именно внутренний посыл. Имелось в виду, что вы мысленно должны кинуть это в зов, мысленно крикнуть другим душам, да, на уровне души, крикнуть «помогите мне, помогите, помогите». Не надо бежать, это значит, не надо бежать ни на какие форумы,
Не надо бежать ни на какие чаты, не надо никуда бежать, ни в какие комментарии лезть и кричать «помогите мне» там кто-нибудь, потому что вы должны понимать, сейчас здесь очень много всяческих людей, очень много продавцов душ, очень много людей, которые пытаются куда-то не туда увести, которые делают непонятно что, которые подключают всяческим эгрегорам и которые занимаются тем, что ловят, и единственная их задача это ловить светлячков и их куда-нибудь уводить направо, не направо, а налево, чтобы они шли. Поэтому, ребята, посыл, вот помогите мне, да, другие души, пожалуйста, мы одно целое, помогите мне, это должен быть внутренний посыл, понимаете, внутренний. В первую очередь это должен быть крик души. Это должен быть именно посыл на уровне вот какого-то телепатического такого момента, но ни в коем разе это не значит, что надо куда-то бежать на какие-то, я еще раз говорю, форумы, на какие-то чаты, еще что-то, и там кричать и просить о помощи, потому что на такой ваш посыл, то есть на вот такие ваши просьбы 90%, что прибегут именно люди, которые попытаются вас куда-то увести, да, которые вам, да, сейчас мы вам поможем, сейчас мы вам тут кучу всего в этом, значит, навешаем. То есть очень будьте, пожалуйста, аккуратны, будьте, пожалуйста, благоразумны. Поэтому вот здесь очень тонкий момент. Я надеюсь, все вы услышали, да, меня правильно, услышите, поймете правильно. И когда вы вот такой вот внутренний посыл кинете, именно внутренний, да, помогите, да, вот именно на уровне души, другим душам, которые здесь, то в вашу жизнь придет человек именно правильный, придет именно тот человек, который сможет вам помочь, понимаете? Он может появиться совершенно случайно, но это не значит, что вы должны сидеть там и ждать, да, какого-то спасителя, который придет к вам. Это немного все будет по-другому. Оно само, понимаете, реальность сама сложится таким образом, все выстроится так, что вы получите помощь. Понимаете, она придет к вам. Поэтому, ребята, еще раз, мысленный посыл, мысленный посыл к остальным светлячкам, к другим ребятам, которые пришли, именно вот эту миссию выполнять другим, что помогите мне, я не справляюсь, меня гасят. Но именно внутренний посыл, никакие форумы, никакие чаты, никуда. Понимаете? Четко все фильтруем, ребята мои. Четко фильтруем. Я надеюсь, вы меня услышали. Люблю вас всех. До скорых встреч.